Ну что, последний день, погодка вселяет надежду. С утречка хорошо, роса. Да хай ляпает. Ну. Эй, пошли! Эй! Эй, пошли! Давайте, давайте. Восход солнца, роса. Точно было вчера правильно написано, что росы начинаются. Но это, конечно, после дождя. Но все равно роса. И вокруг туман. Ну сейчас снова, видать, начнется веселье. Вчера как ушло 13 коров, так сразу полстада на Ивановку пошли. Солнышко, роса. Красота. Туманчик еще стоит слабенький. Сегодня погодка отличная с утра. Хоть и 8 градусов тепла, но прямо жарковато. Солнце отлично светит. Солнышко светит и штиль. Штиль, ветра практически нет. Поэтому и так солнышко хорошо пригревает. К обеду будет где-то градусов 17-18. Но там уже подымется ветерок. То и хорошо, будет не так жарко. Сегодня последний день, 7 мая. Продолжаем пасть. Третий день отпасем. И на месяц все. 7 градусов, 8 градусов тепла с утра сегодня. К обеду 17-18 будет. Солнышко, штиль, роса. Вчера дождик был после обеда. Сегодня роса и после дождя. И, в общем, наверное, роса, потому что земля паровала. В общем, отличные условия. На ночь обещают дождик. Вечером после 8, ночью будет снова дождик. Но тоже не наши заботы. Возможно, там и завтра будет дождь. Но мы, слава богу, свое уже отпасли. Теперь у нас на месяц будет перерыв. Аж до июня. В июне следующий заход. Следующее отбывание наказания на 72 часа. На 3 суток. Ох, это точно. Коровы — это сплошное наказание. Наказание пасть и наказание на все лето заготавливать корма. А потом наказание на всю зиму кормить их и доить. Да еще же они такие привередливые. Ай, лучше не сталкивайтесь с этими коровами. Максимум одну чисто для себя, не больше. А если заниматься профессионально, то лучше иметь какую-то свою отдельную ферму. Но для этого надо отдельные пастбища, где бы они спокойно паслись, да и все. Они это вот катавасия с очередями пасть их. Конечно, в начале сезона это самое сложное. Дальше они уже будут попроще пастись, пока привыкнут друг к другу. Ну вот, первые дни беготня сплошная. Беготня, нервы, крики. Так что имейте в виду. Но еще будет веселая пора, когда начнется всякая мошкара. Оводняк пойдет. Комары людей будут кусать. Животных. Тоже нигде летом и в тенек не спрячешься, то что засосут сразу, всю кровь выпьете комарюги. А на солнце будет оводняк коров кусать. И будет беготня. Вот такие-то дела.
Ну все, паситесь, буренки. Накричался я вчера конкретно. Ну, голос не потерял, не охрип. Немного такой грубоватый стал, но держится. Все-таки уже выдержка у него есть. Он был готов к такому развитию событий и ко всем этим делам. Все-таки 17 лет пасть коров каждый сезон. Уже какой-то опыт есть. Хотя каждый сезон как первый раз. Тем более, если пасешь в начале весны. То есть в конце весны, начале лета, первые дни самые. Так, ну вот и ворона. Еще и ворона каркает над головой что-то там. Наверное, мои слова подтверждает. Ибо сие есть правда. А на бок! На бок! Позалазили! Слазьте! За вами еще по горам лазить, блин. Вы как горные козлы. Или козы. На бок! На бок, сука! Полезла, блядь! На бок! На бок! Что там под деревом? Груш, блядь. На бок! А вниз пошла! Иди вниз! Ох и вредные же эти коровы, блин. Залазят на эти бугры. На этот бугор пока зайдешь, так, блин, захекаешься. Ни хрена себе, тут как пятиэтажка. А потом еще сходить по мокрой траве. Практически на жопе надо съезжать. Как подскользнешься, так, блин, и ноги повыворачиваешь. А их же так и тянет, блин. Места им мало. Яр он, блин, какой широкий. Сколько травы. Одуванчики, цветочки. Нюхай не хочу. Нет же, блин, надо на бугор лезть. Под грушу. Груш нету. Вот это у них слабость. Это капец. Осенью это начинается геморрой настоящий с этими грушами. Они их, блин, за километры чуют. И бегут к ним. Не отгонишь. И сейчас же надо проверить, есть там что или нет. Трава на буграх слабенькая. Это в яру тут еще влаги побольше, так она растет. А на буграх еще вообще слабая. Плюс мало кто пасет на этих буграх. Там в основном старая трава. А молоденькая только под ней. Так когда она там к июню вылезет нормально. Да и никто не будет пасть на этих буграх. Это если один день, так еще можно отпасть. Но не 3 дня. Там щиколотки повыворачиваешь, посинеют от того, как надо ходить по этим буграм. Они ж нифига не пологие. Крутые с этой стороны, с левой. Справа еще более-менее пасем. Но сейчас еще нету смысла на них пасть, потому что трава там совсем никакая. Вот такие-то тут дела. Не все так просто, если кто-то думает. Корову пасть это совсем не просто. Это та еще зарядочка. Тут, блин, и олимпийские чемпионы другой раз не справятся. Вы не смотрите, то только кажется, что коровы ходят медленно. На самом деле ходят они быстро, если идут целенаправленно. Да так быстро, что фиг догонишь. Если они идут, то человеку практически нужно бежать, если они быстро идут.
Ну а если они бегут, то вообще. Они вроде бегут не так быстро, как, там, например, лошади. Но они бегут долго. То есть выносливость у них есть. Поэтому их догнать трудно. Хотя и кажется, что у них такие животы пузыва, блин. Нифига подобного. Бегают они как пушинки по ветру. Ну вот. Почимчиковали. Неизвестно куда, в каком направлении, куда бегут. Ну, такое впечатление, что те новые коровы, которые вчера выгнали на второй день, нифига травы не видели. Бегают как неприбитые к месту, блин. Как будто они на прогулку вышли, а не на пастбище. Фух, пока привыкнут, блин. Ну, сегодня последний день. Домучить и нафиг их, нафиг. Ну, домучить то домучить, а дома еще 2 стоит. Их на выпас надо будет выводить. 2 коровы и 2 теленка. То ли еще будет каждый день их водить, выводить, заводить. И это ж все лето и осень. Да еще же весну захватим, май. Так что сельская жизнь веселая. Ох и веселая. Веселая такая веселая, что вечером придешь, бывает, и плакать хочется. Зато покупают молоко за копейки. 5,50 за литр. Ну, что это за цена? Давайте топливо по 5,50 за литр. Так нет, нифига. Газ по 5,50 за куб. Как можно, блин, прожить на эти деньги за молоко, если все дороже, все в разы дороже? Ладно, не будем о грустном. Наслаждаемся обстановкой, природой, солнышком, росой. Птички поют, скворцы бегают между коров. Мошкары пока что нет. Такая какая-то мелкая летает периодически. Но главное, птички поют. Им тоже сегодняшняя погодка нравится. Ветра пока нету, еще штиль. Там ближе к обеду уже будет подниматься. Но большого сегодня не будет, как прошлые 2 дня. Так что красота. Одуванчики уже с самого утра начали распускаться. Какие-то коции слабые, но есть. Где больше, где меньше. Думаю, скоро уже массово они пойдут. С сегодняшнего дня начнет становиться более-менее тепло. Не так, как вчера. Вчера вечером, блин, пар изо рта шел. Так прохладно было вечером. Легкая майская прохлада наступила. 7 не 7, 6 мая. Ну, вполне возможно, что еще где-то дней 14 будет прохладно. Так написал синоптик. Кто верит синоптику, ставьте лайки. Нет, точнее, давайте не так. Кто не верит синоптику, ставьте лайки. Вчера, к примеру, я плащ не брал. Да, были мелкие капли. Ну, я и чуть-чуть даже не намок. А вот после обеда взял плащ и не прогадал, да. Был хороший дождик. Прям с 3 часов и до 6 моросил так. Ливень не лил, но, ну, в принципе, и по прогнозу ливня не было. Но плащ спас. Плащ, сапоги. Конечно, пасть в такую слякотную погоду, когда идет дождь, это в 2 раза еще хуже. Если коровы бегают, они тоже, блин, в дождь начинают метушиться сильно. А если ливень, так вообще жди того, что и убегут домой. Надо кучно их держать, чтобы не растягивались, иначе будет беда.
40 коров вдвоем можно пасть, но трудновато. Конечно, втроем намного легче, а вчетвером тут вообще бы вопросов не было. С каждой стороны по человеку. Ну а так вдвоем приходится ходить дофига. Особенно если вы пасете, а не где-нибудь на голой земле их держите, где они землю грызут и ложатся. А если пасть, подымать туда, за день даже находитесь так, что мама не горюй, как говорится. Будут и ноги гудеть, колени гудеть, и спина. Ну, считаю, что один день вполне можно отпасть нормально. Вот 3 это уже задача. Была бы возможность пасть где-нибудь поблизости, так чтобы не гонять в стаде. Это было, конечно, намного лучше, но такой возможности нету. Всего получается далековато от пастбища. Надо гнать. Ну и плюс же тут не разгорожено ничего. На буграх поля, кругом леса. Просто так не попасешь. А вообще было в тему обгородить себе участок. Каждому выделили по участку, обгородили. Каждый своих выгоняет, да и все, и не мучится. Но дело в том, что это тоже как-то так напряжно. Никто этим заниматься не будет. Всем, конечно, лень выгонять же своих же коров каждый день. Каждый день это май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Каждый день. Загонять, выгонять 4 раза в день. 2 раза выгоняем, 2 раза загоняем. Можно было там ходить на пастбище, но ходить тоже. Что вы, назад с ведрами молока пойдете? А если у вас несколько коров? По-любому нужен транспорт. А на транспорт нужны деньги, потому что нужно топливо. А топливо вы не купите, потому что молоко закупается за копейки. Вот и все дела. Экономим на чем можем. Практически все ручной труд. Когда были все в семье помоложе, так вообще. Все косилось, загребалось, возилось вручную. Сейчас уже сено заготавливается более-менее. Там нанять, покосить, но все равно поворочить. Песня, что мотоблоки появились, выручают. Ну, а раньше у нас конь же был. Конь тоже выручал. Лошадь выручала. Ну, мотоблок это мотоблок, лошадь это лошадь. Это все равно практически ручной труд. Это не трактор. С трактором уже было все намного проще. Но в наших реалиях на трактор фиг насобираешь, если ты будешь держать даже 3 коровы. Это штук 8. Тогда, может, будешь о чем-то думать. Но попробуйте с 8 коровами справляться. 8-10. То-то дело. Даже тот же доильный аппарат, наверное, стоит сейчас от 5000 нормальный. От 5 до 15, а может и больше. А еще за свет платить, если доильный покупать. Вот такие-то пироги. Без масла, на ржаной муке, в украинском селе. Но реально, после 2 холодных дней выпаса, сегодня, 7 мая, так можно запариться, жарко. Еле-еле начал ветерок подувать, аж приятно. Если не будет ветерка, то хоть раздевайся и загорай. Погодка, конечно, радует. Не то, что предыдущие 2 дня. Тишина, спокойствие. Чтоб коровки меньше воду мутили, меньше по сторонам шугались. Но все равно постоянно на ногах надо ходить, чтобы они видели, что тут кто-то есть. Потому что как только они замечают, что никто не ходит, так и начинаются побеги домой. Денек прекрасный. Да, туванчиков оказывается много. Желтеет по всему яру. Дня 2 назад еще столько не было видно. Ну, а когда на полную силу расцветут, так тут, наверное, все будет желтое.
Разве что коровы посъедают, повытопчут. Вот как их пастят, это вот, видите, такая картина. Одни вот, и пошли, порастягивались. Те вон там на бугру, те под деревья полезли. Эти вообще вон на самом верху уже. Вот так и пасем, приходится ходить заворачивать. И это постоянно. Чуть завернул, опять они пошли. Чуть завернул, снова пошли. И ничего ты им не сделаешь. Чем больше их гоняешь, тем они хуже пасутся. Начинают бегать дофига. Животные любят свободу. О, тут еще больше одуванчиков. Красота. Желтеют. Разбавляют этот зеленый фон. Желто-зеленый фон. Ну, с примесями серого цвета. После зимы. Походу снова погодка меняется. Вот пошли такие растянутые облака. Меняется давление. Вчера, кстати, до обеда была похожая картина, а после обеда с 3 часов пошел дождик. Так что, скорее всего, ночью будет таки дождик, как по прогнозу и стоит. Надеюсь, нас он уже не застанет, обойдет стороной. Ну а мы пасем. Скоро уже обед. Через полчасика будем выдвигаться на перекур. И останется полдня майского выпаса. Ну что ты смотришь? Я тебя снимаю, да. Улыбнись. О, точно снимаешь? Точно. А, ты уже домой смотришь бежать, да? А ты какая хитрая. Гоним на обед последний день. Шиповник. Шипшина. Эй, пошли! Эй, пошли! Становитесь! Эй! Эй, пошли! Ага. Как на гору, так и пасся, блядь. Ходим стадом всего. Ну что, последние полдня пасем. Погодка так и шепчет. Солнышко, легенький ветерок. Небо такое немножко тучное. Но это и к лучшему, чтобы солнце не так жарило. Потому что сверху, конечно, припекает. Если бы не ветерок, то была порота на самая натуральная. Ночью по прогнозу будет дождик. Где-то часиков после 10. И возможно завтра даже целый день. Почти до вечера. Но завтра уже не наша песня.
Мы свою допоем. Надеюсь, благополучно. Не будет всяких приключений и побегов. Мы свои третьи сутки отбудем. 72 часа каторги. У кого есть желание, присоединяйтесь в следующий раз. Испытать на себе все ощущения этой прекрасной жизни, блин. Нефиг там ездить за границу, по горам путешествовать, да все такое. Адреналин, все дела вокруг света. Вот самое натуральное приключение. Каждый день как приключение. Если пасть каждый день, конечно. Но поверьте, вам 3 дня с головы хватит, чтобы понять, какая это неблагодарная работа. Быть пастухом. Ну, я не пастух, конечно, мы просто свою очередь пасем. Ну, если бы платили по 200 гривен в час, то почему бы и нет? Можно было попробовать, насколько терпения хватит. Но это не в наших реалиях. Да и ферм у нас поблизости нету, а за домашних коров точно столько платить не будут. Ну что, в итоге у нас сегодня пока что 41 корова. Вчера 41 была после обеда. И сегодня целый день 41. Предыдущие 1,5 дня пасли 34 было. Добавилось. Но вроде поговаривают, еще добавится. Будет около 50 коров. Это максимум. Вот такие-то дела. Но травка, как и говорилось, тут буквально за 4 дня выгрызли уже, можно сказать, половину травы. Слабо очень растет. Сегодня только первый день роса была. А без росы трава не хочет активно расти. Вот такие-то дела. Но солнце хоть и жарит, но ветер холодный. Все равно одеты так по-теплому. Коровы так пасутся неспокойно. Приходится ходить много за ними. Заворачивать, подворачивать. Да и все. Третий день. 7 мая 2021 года. Это первый раз пасем. Еще коров больше стало, так что за сезон уже попадет меньше пасть. Если попадало 6 раз, то не больше 5 попадет. Теперь с увеличением поголовья. Ну, вот как обычно, лезут уже на бугор. Надо идти подворачивать. Нельзя, чтобы они сильно растягивались, потому что потом начинается балаган. Ну все, пойду заворачивать вон ту беленькую. Беленькую. Куда ей там приспичило. Весь экшен, конечно, выпаса этих коров остается за кадром. Если бы можно было все снимать, это надо отдельно с собой оператора брать, чтобы он бегал за мной и снимал, как я кричу, матюкаюсь. Это было подобие действий «Форсажа», развития сюжета со всякими взрывами, погонями и преследованиями. Это точно. А так как они вчера крутились, так это вообще было капец. Ну, а произошло из-за того, что все-таки дождь после обеда пошел, плюс новые коровы. В итоге за полдня почти не приседали. Да и приседать-то некуда было, трава мокрая вся. Но круги они вчера нарезали конкретные. Кушают травку, кушают. Ням-ням, ням-ням. Вот это интересно возле ветки полазить. Там, где ветка, между веток вкуснее, конечно. Естественно. Да, но овраги у нас тут, конечно, конкретные.
Особенно противоположная сторона. С такого оврага, с такого холма и на лыжах не съедешь, убьешься. Он-то не сильно длинный, но, блин, высокий и крутой. На него зайти, так будет язык на плече, пока зайдешь. А наверху поле, кстати. Там вон в углу маленький сосновый лес. Вот это он. Но такой слабенький он. Много уже там трухлых деревьев, высыхает. Раньше был покрасивей. Хотя и елочки. Елочки вот понасеялись новые с краю. Сосны понасеялись новые. А сразу за соснами там поле, пшеница. В том году был подсолнечник, в этом году пшеница. Так, ну, выгнали. Время 20 минут 4-го. Пасутся нормально. Пока что. До обеда тоже хорошо паслись. Птички летают, щебечут. Гусеницы уже лазят. Аленка мохнатая одуванчики жрет. Блин, возле села на каждом одуванчике сидит. Прям с лапами в еде, можно сказать. А сколько их на клумбах, на цветках, на рапсовых полях, там вообще тьма тьмущая. Ладно, продолжаем пасть. Снимать больше особо нечего, это такая нудная работа, как я говорю. Ну, дядь. Кстати, одуванчики что-то позакрывались. Из-за того, наверное, из-за того, что солнце за тучи прячется. Можно и очки не одевать нормально. Но солнце как пригреет, то сразу жарко становится. Парит так, парит. А вон он сидит, второй пастух. Звать этого пастуха батя. Наблюдает, наблюдает. Сейчас брыки отрубился. Заснул. Но, наверное, пока есть семечки, не заснет. А вот как семечки заканчиваются, так сразу клонит в сон. А особенно если солнышко пригреет. Ну, снова начинают лезть на бугор. Там трава еще не выросла, они лезут. Думают, там где-то дыни, арбузы, тыква, гарбузы, так сказать. Может, свекла найдется, то есть буряки. Кому как. Кому на каком языке ближе. Кольца на траве, их загадочное происхождение заставляет меня задумываться о смысле нашей Вселенной, о ее безграничных просторах. Что это за кольца? Может, их оставили пришельцы?
это очень интересно и загадочно. Ну вот опять, ну вот куда идешь ты? И это целый день, куролесит туда. Как, блин, малый теленок, ей-богу. Туда хочу, сюда хочу, это хочу. То посмотрю, туда зайду. А больше всего это создание хочет удрать домой. О, это бы она с большим удовольствием поперла. Как рысая кобыла. Крутится, блин, капец. Ой, не корова, а несчастье. Ну, а эти все нормальненько пасутся. Если бы она еще муть не наводила, то дурной же пример заразителен. Поэтому такие-то вот дела. Ну, тут еще никто не пас. Мы сама дальше загнали. Это уже на 4-й день выпаса. А гнать можно туда, далеко-далеко. До того леска. Вот до этого. И налево за поворот. Туда еще. До дубов. Тут такая вот роща. Тут где-то родник в этих зарослях. Он замуленный, так что вода не бежит. Ну и оттуда мы пригнали. Вот оттуда, с правой стороны. А раньше тут водичка бежала. Вот оврагу этому маленькому. Сейчас нифига. Ну и тут, соответственно, стояла вода. Так, вон вижу, кто-то там костерчик полил. Это, наверное, еще с осени остался. Ну вот уже куда она побежала? Все стадо вот оно. За мной. Она впереди. Надо идти заворачивать уже. Капец. И за собой же он тянет. Я же говорю, дурной пример заразителен. Ну что, скоро домой. Тучи уже надвигаются. Ночью будет дождик. И завтра днем. А коровы все домой прорываются. Я тут бегаю с бугровых, изгоняю. Капец, задрали уже. Лезут и лезут. Ну что, вот и последний день. Тучи уже небо затянули. Как я и говорил, погода поменяется. Ночью где-то после 10 будет дождик. И по прогнозу завтра на целый день. Это, конечно, вряд ли. Скорее всего, ночью весь выйдет до утра. Ну а мы закончили пасть. 3-й день. Все, гоним домой. Вот все идут. Растянулись, заразы. Но идут. И меня толкают. Домой бегут быстро. Быстро, рысью. Слава богу, отпасли, блин. Фух. Хотя 3-й день, окажется, как будто 1-й болит. Ноги болят. Капец. Но мы это сделали. Первый раз, конечно, в этом году. Еще раза 4-5 попадет. Там уже в зависимости от погоды. Ну, потемнело, конечно, конкретно. Солнце спряталось за тучу. Поэтому такая фигня. Последние шаги, и мы дома. А вот такая погодка на следующий день после того, как мы отпасли коров. Дождь начался ночью и идет целый день.
повезло нам отпасть по хорошей погодке, хоть немного и попали под дождь, но то был слабенький дождь по сравнению с этим. Этот, конечно, зарядил хорошо на целый день. Идет не прекращаясь. Хотя и не очень холодно. Ветра нету. Но все равно пасть по такой погоде неприятно коровам.